Вот стол, да? Сегодня у нас обзор стола. И вы скажете, что примечательного в этом столе? А вот все просто. Смотрите, это электронный стол, который опускается. Смотрите, поднимается. У него есть два положения. Смотрите, он пошел вниз. И это стол для работы стоя, сидя, который решает очень много физических проблем, эргономических проблем. И этот стол за свою цену является просто бескомпромиссный, который можно собрать практически одному, да я в принципе один и соберу, у которого максимальная комплектация, тебе нужен минимум для того, чтобы его собрать самому. То есть тебе не надо ничего ходить докупать конкретного. Этот стол имеет системы безопасности, автоматической остановки, автоматического поднятия, да, там, то есть если вдруг где-то с каким-то препятствием, но сейчас мы с вами пойдем посмотрим его характеристики на страничке продавца, потом его распакуем, соберем, и когда я вам покажу все уже варианты работы этого стола, вы поймете, что это бескомпромиссный вариант за эту цену. Ссылки в описании под видео, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Почему я про ссылки говорю? Потому что вы узнаете там актуальную цену на этот стол в Украине. Поэтому iTech. Модель MB12BB с кабель-менеджментом, с моторами, с блоками питания. Короче, со всеми потрохами, которые вы сейчас увидите на канале Технозон. Поехали. Технозон. Стол электрический iTech с регулированием высотой ножек черный. Теперь давайте так, цену вам не покажу. Цену узнаете в описании под видео, перейдя по ссылке, потому что вы будете очень сильно удивлены, что вот именно стол электрический можно купить за такую цену. И это iTech MT12BB. У нас получается размер столешницы 1200 на 600 мм и высота от 745 до 1205 мм с входящим напряжением от 100 до 240 вольт и длина кабеля 1,8 метров. 20 мм в секунду скорость регулирования и уровень защиты IP20. Это означает, что мы с вами будем, скажем так, что-то пролили, ничего там страшного в принципе не произойдет. 120 на 60, это мы уже видели, высота 120,5 сантиметров, ДСП плюс металл столешница, ножки металл, стиль лофт, и у нас что он, 18 килограмм весит. Кстати, уже даже покупатели есть, товар абсолютно относительно новый, и вот у нас есть 5 звездочек, по инструкции складывается очень легко, работает отлично, и претензий нет, спасибо продавцу. Тут есть даже какое-то видео, но нам это не интересно. Мы должны с вами протестировать его самостоятельно. Поэтому пошли посмотрим, что за MT12BB стол такой. Так, начинаем распаковку. Смотрите, моделька MT12BB, 19,8 кг общая, 18,4 изделия. Ну и здесь уже размерчики, о которых мы говорили. Так, смотрим сразу, у нас есть инструкция. Инструкция очень детальная. И сразу вижу, что у нас есть все в комплектности. Сразу ключики для того, чтобы собирать, потому что когда все в комплекте, это очень-очень удобно. Так, ну здесь инструкция должна быть еще с эксплуатацией. А ну-ка, давайте посмотрим. Где-то есть. Ага, вот инструкция по эксплуатации именно панели управления. Так, достаем панельки. Одна, она SDSP панель. У нас здесь все рассверловано, все под сборочку хорошо. Достаем панель номер 2. Так, смотрите, по комплектности то, что здесь у нас есть. Ножки металлические, смотрите, какая нога. У нас есть моторчик, вот такой вот двигатель, мотор-двигатель. Все это из такого конкретного металла. Смотрите. Давайте сразу буду выкладывать это все дело. Есть вторая ножка. О, слушайте, вес у них просто-напросто нереальный. А? Прям все добротно сделано на самом деле. Ну, сразу блок питания бросается в глаза. Блок питания очень качественный, я даже знаю, кто их делает. 28 ватт, 28 вольт, 1 ампер. Откладываем. Есть у нас нижние ножки. Вот такие вот. Тоже достаточно качественные. Хорошо все.
Так, вторая нога. Так, есть угловое крепление. Отложим. И пошло-поехало. Перекладина. Вот просто тоже металл, смотрите. Обращу внимание. Все очень качественно сделано. А вот теперь смотрите. Все у нас винты, шурупы, все это есть. И есть у нас, смотрите, и 3М пленка, и различные крепежные элементы, и даже ключики для сборки стола. Это хорошо. Все в комплекте есть. А вот и сама панель управления. Смотрите, вверх-вниз есть. 1, 2. Сейчас будем смотреть на функционал, что они означают. То есть вот такая вот панель управления достаточно качественно тоже сделана. Так, что у нас дальше? А это все, что ли? Угу. Еще одно угловое крепление. Ну все, мы все достали, пересмотрели. Смотрите, вот они наши все части стоят. И как бы есть предложение уже начать просто-напросто его собирать, а потом уже посмотрим на как он выглядит в готовом виде. Особенности после сборки. Ну, мы его сейчас протрем, конечно, будем устанавливать, но вот этот вот блок управления вы можете располагать как угодно. Например, это у нас правостороннее, вернее, левостороннее крепление. Можете правостороннее сделать, либо вот это правостороннее, вот это левостороннее. То есть он с двух сторон практически одинаковый. То есть если вы его перевернете, он будет другой, но расположение можете сделать с обоих сторон. То есть сверловка у нас есть по всему столу, вы можете сделать как хотите. Ну, либо с той стороны. Вот эти вот штуки, они очень важны. Это виброзащита. То есть мы ее установили, как вы видите. То есть она под каждым из этих винтов и плюс здесь под угловыми креплениями. Именно вот здесь, вот, видите, вот этими угловыми креплениями, для того, чтобы не было вибраций, когда поднимается либо опускается стол для техники, которая на ней. Это очень важный момент. Вот эти боковые винты я рекомендую затягивать уже перед установкой столешницы, иначе нижние, там есть два винта крепления, они у вас не войдут в пазы сразу. То есть это, знаете, мы себе набивали шишки, но вам сразу говорю, вот эти штуки затягиваются в последнюю очередь. Но очень легко все мы собрали, достаточно быстро, и никаких у нас проблем не возникло. Так, я пошел устанавливать и посмотрим уже на готовое изделие. Ну что, мы видим, что мы его уже собрали. Смотрите, у нас черная столешница, она, вот знаете, вот что прикольно, черный цвет универсально вписывается в любой интерьер, это очень классно. Панель управления можно здесь прицепить, можно с другой стороны. Смотрите, металлические ножки, смотрите, все хорошо, крепко стоит. И, как мы видим, у нас не висят провода благодаря тому кабель-менеджменту, про который я вам уже говорил. То есть у нас стол собран. Теперь насчет системы управления.
У нас есть 4 кнопки. Есть кнопка вверх, где мы просто поднимаем, и мы здесь даже видим сантиметры. От 745, ну здесь округленные, до 1205. Это вверх, смотрите, это вниз. То есть тут все как бы просто. Вы можете под любой, скажем так, уровень поднять. Это все отлично. Но есть кнопка 1 и кнопка 2. Есть кнопка 1, это положение самое нижнее. Оно автоматически поднимается. И есть самое верхнее. Смотрите. Поднимается в самый верх, и теперь про системы безопасности. Если будет какая-то преграда или препятствие, смотрите, раз, и он автоматически остановился и назад чуть сдал. То есть он выдал ошибку. То есть смотрите, еще раз, давайте я в самый низ опускаю его. Давайте в самый низ опускаем. Нажимаем, начинается поднятие. То есть стол у нас поднимается. После этого, если резкая какая-то преграда, он показывает Е02, откатывается чуть назад, чтобы ничего не повредить. При этом это будет то же самое при наклоне резком, при каких-то моментах он тоже сработает в ошибку и остановится. То есть стол абсолютно безопасен. Ничего он не может нам повредить. Давайте попробуем еще в нижнее положение, если он с преградой. Опа, то же самое. Е02, и он откатился назад. То есть у нас во многие стороны, по факту, у нас вниз, вверх, в стороны, он по факту у нас безопасен. А вот у нас уже вот виртуальное рабочее место мы собрали специально для тестов. Я вам сразу объясню, о чем идет речь. Смотрите, здесь не зря стоит чашечка с водой. Обычно как работают люди за компьютером? Обычно что-то пьют. Чай, кофе, какие-либо другие напитки. А теперь смотрите, у нас сейчас успокоится вода, она сейчас вот чуть-чуть двигается. Вот стол должен быть безопасным в отношении техники. То есть, чтобы не было опрокидывания вот этого вот, этой воды, да, ну, в частности. Мы просто-напросто нажимаем, у нас едет, ой, давайте, это низ, давайте в верхнее положение поедем. Теперь смотрите, вот те вот вибропрокладки, которые там есть, смотрите, вода даже не шелохнется. Даже если сработает у нас защита на одну сторону, у нас раз, она отъехала, и все у нас стоит отлично. То есть это безопасность. При том, что вот этот стол решает проблему, допустим, людей, которые очень высокие. Я вам объясню. Например, при моем росте 176 сантиметров, если я поставлю его в самое верхнее положение, этот стол, смотрите, он для меня даже великоват, то есть он высоковат для меня, то есть мне будет неудобно работать. Но я под себя могу подобрать любую высоту работы. Вот, например, смотрите, я работаю стоя. А если мне надо, допустим, работать на локтях, а мне неудобно, я раз приподнял чуть-чуть приподнял, и все, я работаю на локтях, например, с кем-то общаюсь, какой-то митинг у меня. При том, что это все подходит для работы, имеется в виду для офиса, для дома, для гейминга, для работы, для чего угодно. Даже можно его приспособливать не как компьютерный стол на самом-то деле. Теперь дальше. Это решает проблему, допустим, нестандартной посадки. Ну, у каждого рост свой, да, ты сел, у тебя кресло, ты хочешь сегодня сидеть выше, завтра сидеть ниже. И этот стол решает проблему разгрузки, допустим, вашей поясницы и венозного застоя. Я вам объясню. Вот смотрите, для меня это уже будет достаточно. Почему даже ниже? Смотрите, я отрегулирую, у меня есть подлокотник. И ты, по сути, смотрите, просто-напросто регулируешь по высоте, насколько тебе... О, вот для меня сейчас вообще идеально. То есть я подъехал. А смотрите, колено высокое, и мне, например, базовая высота будет неудобна. И ты тоже можешь регулировать под свою высоту. При том, что какую еще проблему решает? Венозный застой. Программисты, например, видеомонтажеры, все остальные люди, ну я такой большой себе, да, это у меня есть вообще проблема. Тебе нужно разгрузить свою поясницу, ты включил на двоечку, встал, и плюс венозный застой в ногах, у тебя ты тоже разгружаешь ноги, нет венозного застоя в тазобедренном, в тазобедренной части, и все. И ты просто-напросто себе выставил, вот насколько надо, остановил и пошел работать дальше. Это идеально. Это просто-напросто идеально. Причем безопасный, классный, эргономичный, с классным дизайном и технологичный. Поэтому давайте я буду уже опускать. И сразу делаю выводы. Я очень рекомендую этот стол, потому что за его цену, именно какая цена, вы можете посмотреть в описании под видео по ссылке, это один из самых интересных моментов. То есть конкуренты какие-то, мегабренды, они стоят невероятно дорого. А здесь такими возможностями, да, обыкновенный подъем вверх, но с безопасностью, да, эргономичный и достаточно, я вам скажу, из хороших материалов. То есть это металл и ДСП. Что тут может быть не так? Этот металл прослужит очень долго. Поэтому я как бы очень сильно рекомендую. Ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.